Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. У нас продолжается сравнение самых крутых смартфонов, фото и видеофлагманов 2022 года. И я специально приехал сюда, чтобы поймать вот этот момент заката, чтобы вы могли посмотреть, какой из смартфонов может одновременно и меня хорошо показывать, и закат показывать. Я думаю, что прямо сейчас вы видите, какие из смартфонов реально могут это делать. Напомню, что я уже делал первое видео касательно фото сравнения. И вот здесь в углу по ссылке оно будет находиться после того, как посмотрите это видео про видео. Потом переходите, посмотрите фото сравнения. Но сегодня мы поснимаем на закате, днем, ночью, 4К, 60 кадров в секунду. Все, как вы любите. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Ну что, друзья, вот у нас состоялся прямо сейчас закат. И вы видите, какой из смартфонов может показать закат и меня. И это iPhone. iPhone 13 Pro, вот здесь, видите, закат, и я вроде как тоже есть. Samsung, новиночка, Galaxy S22 Ultra, есть немножко заката, есть, но совсем немного. И лицо достаточно темное по сравнению с iPhone, да. На пикселе вообще ничего нет, кроме серого лица, и вообще все серое, и сзади все засвечено. И OnePlus 10 Pro дает светлую картинку здесь, но сзади все просто белым-бело, не хватает динамического диапазона. Хотя OnePlus себя очень хорошо показал в фотосравнении. Давайте вот так вот поближе. Честно говоря, я даже не знаю, ну вот не могут справиться с этой задачей смартфоны. iPhone неплохо, OnePlus неплохо, Samsung, ну как бы само лицо нормально, а сзади-то ничего нету, да, сзади просто бело-бело, хотя у нас сзади-то вот что. Сзади закат, но ничего не могут сделать смартфоны. И это один из первых тестов, которые смартфоны сегодня должны пройти. Кстати, если вы хотите купить iPhone 13, вы знаете, сейчас не очень все легко с ценами, но все равно по самым хорошим ценам у моих друзей компания Mobile Boutique, внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Ну а если вы живете в Москве и хотите купить Pixel 6 Pro, Samsung на Snapdragon и так далее, обращайтесь к моим друзьям, это компания Cyprus, также внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Ну и для всех, кто не хочет покупать в офлайне, пожалуйста, есть онлайн, на AliExpress, я тоже оставляю ссылки, переходите, посмотрите, что там интересного по ценам. Напишите, пожалуйста, как вам фронтальная камера, как вам видео на фронтальную камеру и почему iPhone вот может вот это все, вот почему, а все остальные не могут. Кстати, еще один момент. Если хотите, чтобы я сделал отдельное видео с другими Android смартфонами, например, Huawei P50 Pro, который только что появился в России на Snapdragon, может быть, Xiaomi 12 Pro, ну не знаю, что-нибудь еще, например, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, нужно ли отдельно сделать видео именно с Android смартфонами. Ну а вот так вот выглядит съемка статичная на фронтальную камеру ночью. Сразу можно заметить, да, огромное количество шумов на пикселе. Это просто трэш какой-то. Как вообще можно было выпустить такой смартфон, такой дорогой, от такой крутой компании с таким большим количеством шумов? И тут же можно заметить, насколько хорошо iPhone обрабатывает яркую картинку сзади. Посмотрите, нет никаких засветов, вообще очень круто выглядит. И нету особого затемнения на моем лице. Samsung похуже, Pixel, ну вот вы видите все сами. В общем, iPhone действительно показывает себя вот с этой стороны очень-очень хорошо. OnePlus, ну ничего особенного. Ну что, давайте пройдемся и посмотрим. Посмотрим на стабилизацию, посмотрим на то, как работает фронтальная камера, посмотрим на то, какой у нас угол обзора, ну и так далее. Ну вот по-прежнему на iPhone, конечно же, очень классно выглядит заднее здание, динамический диапазон просто шикарный на iPhone. Пиксель неплохо, но картинка очень сильно шумная. Посмотрите на небо. Небо самое шумное вообще на пикселе. Как себя показывает новый Samsung? Ну, неплохо. Хуже всего, наверное, засветы. Но я говорю, на OnePlus. Вот у нас сзади Исаакиевский собор. Красавец. Самый незасвеченный на iPhone. Да, по-прежнему фронталка на iPhone очень хороша. Да, у нее может быть детализация не самая лучшая, но динамический диапазон вот для таких сцен очень классно. Ну а теперь самый бронебойный контент, 4К 60 кадров в секунду, к сожалению, на пикселе. Посмотрите, какие жесткие шумы. Ну, неужели никакой прошивкой Pixel не смог это все дело прибрать? Неужели в компании Google не научились как-то решать этот вопрос?
Это очень грустно, потому что Pixel же классный смартфон, делает классные фотографии. Но вот эта ночная съемка, что 4К, что Full HD, она постоянно с шумами. Что на фронтальную камеру, что основную. И если эти шумы от поднятия ISO, ну почему тогда этот вопрос не решить? Кстати, я сейчас качаю смартфоны, и вы видите, что Samsung и iPhone качаются, но при этом OnePlus и Pixel очень уверенно держатся. Круто. Вот так вот работает стабилизация. Здание правительства. Смотрим на засвет. И знаете, самый правильный цвет, кстати, наверное, на Samsung. Вот он прямо самый правильный из всех, кто здесь есть. На iPhone неплохо, но он такой чуть-чуть нежный. Есть какая-то излишняя обработка, как будто бы на Pixel. И на OnePlus тоже такой достаточно нежный цвет. Смотрим на стабилизацию, как все дело работает. Ну что, стабилизация, понятное дело, что на всех смартфонах кайфовая. Кто мог подумать, что вот так вот круто можно снимать 4К 60 кадров в секунду, не имея каких-то специальных приспособлений для стабилизации. Но это уже широкоугольная камера. И, кстати, 4К 60 кадров в секунду не умеет снимать Pixel и OnePlus. Интересно, да? Pixel, опять же, и тут напортачили и не смогли. Ну, iPhone хорошо. Да, в принципе, все хорошо, да? Не сказать, что кто-то прям как-то выделяется в худшую сторону. Кроме Pixel, у которого засвечено небо и очень много шумов на небе. iPhone так покачивается. Я в своих обзорах ругаю iPhone за это покачивание, но многие говорят, что эта матричная стабилизация очень круто работает и типа гораздо лучше, чем она же работает на Samsung. Но мне все равно не очень приятно, что вот происходит такое покачивание на iPhone. Но я рассказываю вам свое мнение, но мне интересно и ваше мнение, конечно же, тоже. Ну и финально, друзья, давайте посмотрим 4К 60 кадров в секунду днем, точнее вечером. По сути, достаточно простая сцена. Единственное, закат сложно отобразить, именно поэтому я снимаю в это время. Вы сейчас видите стабилизацию, она не самая лучшая, в принципе, на всех смартфонах. Все-таки 4К 60 кадров в секунду. Это вам не Full HD. На Full HD все ровненько и хорошо, а вот 4К проблематично. В целом, что можно вообще в принципе сказать? Все смартфоны хорошо снимают, это очевидно. Есть нюансы. Можно ли сказать, что iPhone дает самую лучшую картинку, самую прикольную? Ну, я могу сказать, что iPhone точно хорошо себя показывает, да, вот в сценах, где есть очень яркие, очень темные объекты. Это закаты, это засветы сзади, это яркое небо. В этих моментах, да, iPhone себя показывает, безусловно, если не лучше, то практически лучше. С одной стороны, это так. С другой стороны, на iPhone есть свои моменты, которые мне не очень нравятся. Это стабилизация на ширике. Кстати, сейчас посмотрите, какая темная картинка на Pixel. Вот как раз таки немножко не хватает ему динамического диапазона. Ему приходится понижать экспозицию для того, чтобы светлое небо сильно не вылетало в белые цвета и, да, и не выгорало. Поэтому вся картинка становится очень темной. Причем это интересно, что на Pixel так происходит, а на всех остальных смартфонах так не происходит. Но при этом засветы. Вы видите, ну самое незасвеченное небо, да, это сейчас видно, оно получается на айфоне. И дорожка достаточно светлая. У всех остальных примерно одинаково. Но вот смотрите, да, вот картинка. iPhone прям показывает очень рыжее небо. Samsung тоже неплохо, да. Я не говорю, что новый Samsung как-то отличается в какую-то худшую сторону. Но меня, образно говоря, расстроило, что он в сценах с фронтальной камеры не смог ничего противопоставить iPhone и ночью, и днем, и показал себя в целом просто нормально снимающим смартфоном. Очень интересно узнать ваше мнение, друзья, что вы думаете по поводу съемки, по поводу вечерней, ночной фронталка. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Также я напомню, что у меня выходил второй ролик с фотосравнением на эти смартфоны, и там очень интересные результаты. Переходите, посмотрите. Ну и надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если нужно сравнить еще с чем-нибудь Galaxy S22, например, с Huawei P50 Pro или с Xiaomi 12 Pro или еще с чем-то, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и я сделаю именно Android флагмана. На этом все, большое спасибо. Ни в коем случае не болейте. Берегите себя. Счастливы, пока.